Дорогие наши друзья, подписчики, приветствую вас на нашем канале. Мы сейчас находимся в прекрасном королевстве Таиланд, а точнее на острове Панган. И в этом эфире мы хотим рассказать о самых лучших пляжах этого острова. Погнали! И обзор наших пляжей я хочу начать с самого популярного, самого известного. Это пляж Хадрин-Бич. Я думаю, многие туристы слышали это название. Здесь проводятся вечеринки Full Moon Party. Вечеринка это проводится один раз в месяц, когда луна полная. И традиция эта началась, то есть вечеринки начали проводиться примерно где-то с 80-х годов. И по сей день проводится это событие. Друзья, если кто-то посещал Full Moon Party, пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще эта тусовка, понравилась или нет. И есть ли желание вообще посетить ее снова. Мы, к сожалению, на Full Moon Party не попали. Она начнется где-то через 10 дней. В это время мы будем уже на другом острове. Ну и давайте я расскажу вам про сам пляж, потому что во время, когда нет здесь вечеринок, тусовок, он приобретает совершенно другой вид. Это спокойный пляж, где очень мало туристов, но тем не менее здесь очень-очень развита туристическая инфраструктура. Я прогуляюсь по одной из улочек, покажу вам. Здесь очень много разных кафе, ресторанов, тайская кухня, международная. То есть на любой вкус, цвет и кошелек. Также здесь большой выбор средств размещения. Есть прям очень бюджетные. То есть в среднем за сутки можно снять какой-нибудь бунгало-домик за 1500, за 2000 в сутки, разумеется. Также здесь есть высокого уровня отели, то есть 4-5 звезд. Сам пляж, друзья, очень красивый. Здесь, когда солнышко, песочек прям беленький. И видите, как чисто. Я на самом деле сама не ожидала, что пляж, где проходит такая грандиозная вечеринка, он просто потрясающе красив. Здесь вокруг растут пальмы. И днем можно укрыться в тени и прекрасно проводить время. Каждое утро мы вообще живем на пляже Хадрин. Каждое утро здесь убирают мусор. Здесь очень-очень чисто. Ну, иногда, понятно, с моря прибивают какие-то водоросли, палочки, но это все мелочи. Когда солнышко, вода просто бирюзовая, очень-очень красивая. По самому пляжу здесь расположено большое количество заведений, то есть кафе, ресторанчики. Можно позавтракать, поужинать, прекрасно провести время. Вечером здесь открываются бары, фаер-шоу. Можно также посидеть с видом на море, посмотреть представление, выпить коктейльчик. В общем, место на самом деле, друзья, потрясающее. В общем, итог такой по пляжу. Если вы хотите провести время на Хадрине, но вам не нужны тусовки и большое количество туристов, тогда просто нужно выбирать дни без вечеринки. И тогда
у вас будут вот такие пустые пляжи, чистейшее море и полный релакс. Друзья, сейчас я вам покажу, как развита инфраструктура на пляже Хадрин. Очень много различных кафе, магазинчиков. Сейчас у нас раннее утро, поэтому здесь еще на самом деле не все открыто. Но, как можете видеть, очень-очень много кафе, причем разного уровня и на разный вкус. Различные кофейни, 7-Eleven есть, обменники, то есть максимально развито. Вот, медицинский центр есть обязательно. У нас прошел очень мощный дождик. Видите, какие лужи. На самом деле погода здесь шикарная, немного переменчивая, но есть и солнышко, и дождик. Когда дождик, очень-очень свежо и прям комфортно гулять, ездить на байке. Вот такие вот колоритные барчики есть. Вечером, конечно, все это горит, подсвечивается очень-очень красиво. Также есть массажные салоны, туристические компании, где можно приобрести экскурсии. А эта улочка, посмотрите, местная Волкин-стрит. Ночью она, конечно же, играет совершенно другими красками. Посмотрите, здесь очень такие колоритные барчики. Так, с этой стороны покажу. Вот этот мне очень нравится. Такой прямо интересный. Здесь играет музычка такая расслабляющая. Ну и, конечно же, когда здесь проходит тусовка Full Moon Party, все здесь оживает, все бары открываются. Вот сейчас мы будем проезжать, там очень много баров сейчас закрыто, потому что поток туристов сокращается, ну, не знаю, во сколько раз, в 1000 раз, да. Здесь тоже барчик будет. Что вот такая здесь жизнь на пляже Хадрин, достаточно активная, с огромным количеством инфраструктуры, и все это в пешей доступности к шикарному пляжу, друзья. Ну а мы двигаемся дальше, будем рассказывать вам о самых лучших пляжах этого острова. Приехали еще на один пляж, называется он Bottle Beach. У нас прошел дождик, к сожалению, проехать туда не предоставилась возможность. Мы поставили байк, и сейчас там пешочком надо будет прогуляться 1,7 километров. Но мы спускаемся к пляжу Bottle Beach. Дорожка не для всех, не для подготовленных, будет, конечно, тяжеловато. Здесь развилка. Направо пойти здесь будет смотровая viewpoint.
и налево получается пляж. Мы отправляемся на пляж. Друзья, ну вот мы и дошли до пляжа Bottle Beach. Он нам очень понравился. Смотрите, что касается дороги от места, где мы оставили свой байк, мы шли минут 20, но по очень такому крутому склону. Если вы не любите такие пешие прогулки по джунгли, то я рекомендую доезжать на дорожном такси. Это по времени займет минут 10. Вот такой красивый, друзья, пляж Bottle Beach. Он очень-очень спокойный. Здесь есть тоже гостиница, бунгало прямо на берегу, со своим выходом, с терраской, с гамаками. Прям такой релакс. И здесь по инфраструктуре есть всего 2 кафе. То есть этот пляж идеально подойдет для тех, кто хочет сбежать от городской суеты. И чтобы было прям шикарное море, здесь вы это точно получите. И посмотрите, просто нет людей вообще. Мы за все время пребывания, вот здесь уже час гуляем, купаемся, буквально человек 10 встретили. Также, смотрите, вот на этот пляж можно доехать на лодочке. Кто не хочет ехать, допустим, на байке, на внедорожном такси, можно с пляжа, к примеру, Хадрин, доплыть на водном такси. И вас сюда привозят. Вы проводите здесь время, можно провести целый день. Здесь, опять же, повторюсь, есть 2 кафе. Можно взять шезлонг и зонтик и прекрасно провести время вот в такой красоте. Сейчас у нас облачно, конечно, не так передается красота моря, но цвет на самом деле волшебный. Это одна из кафе на этом пляже. Мы здесь сейчас пообедали. Очень вкусно. Цены, кстати, приемлемые. Примерно так же, как и в центре пляжа Хадрин. По всему пляжу есть очень такие прикольные качельки, гамачки. Вы можете этим спокойно пользоваться. И посмотрите, есть вот такие домики прямо на берегу. Красота. И за этими бунгало, получается, есть вот небольшой бассейн. Ну, я уверена, он не будет пользоваться особой популярностью, потому что море здесь действительно волшебное. Прям очень понравился нам этот пляж, и мы подумываем даже на него вернуться на целый день, приехать пораньше и провести здесь классное время. Вот на такой машине, друзья, мы сейчас поедем обратно с пляжа Bottle Beach. 100 рублей с человека получается, и вас поднимут, 100 бат, извиняюсь, с человека, и вас поднимут наверх. Друзья, но я сейчас нахожусь на пляже Coconut Beach. Мы уехали с пляжа Bottle и находимся сейчас здесь. В пути дорога у нас на байке заняла аж 45 минут. Но здесь, знаете, есть какая фишка, то есть между пляжами, к примеру, между вот Coconut и Bottle можно доехать на лодочке с местными такси буквально за минут 15. То есть вы можете, находясь здесь, легко посетить несколько пляжей на лодочке, что очень-очень удобно. Вообще местность на Пангане гористая, и не всем комфортно, возможно, будет передвигаться на байке. Ну и, собственно, вот он сам, пляж Coconut Beach. Очень красивое здесь такое местечко, кафе уютное, прямо на берегу. Вообще по инфраструктуре, смотрите, здесь вот прямо на самом пляже есть 2, точно, может быть и 3 кафе. Я еще не все обошла. Вот одно из них, такое уютное, вот с таким шикарным видом.
Вообще пляж мне этот понравился. Здесь такая спокойная, приятная атмосфера. И здесь большой плюс, то что очень много зелени на пляже, и можно спокойно найти себе тень, когда днем очень жарко. Единственный здесь момент, смотрите, здесь очень близко кораллы. Это плюс будет для тех, кому нравится снорклинг, можно поплавать с масочкой, но при входе здесь будет вот такая вот ситуация, то есть в целом как бы я купалась босиком, все окей, но кому-то, может быть, это не понравится. А так в целом водичка прозрачная, в некоторых местах прибывают, вот видите, водоросли. Как и везде, очень мало туристов. Очень тихо, спокойно. У нас сейчас уже где-то часа 4 вечера. Уже такое ласковое, мягкое солнышко. В общем, друзья, познакомили мы вас еще с одним пляжем. По средствам размещения. Здесь в основном на берегу, сейчас я прогуляюсь, покажу, стоят небольшие бунгало с террасой. И то есть вы утром просыпаетесь и сразу бегом в море. Кстати, какая природная, классная здесь тень. Вообще очень-очень комфортно находиться и днем. И вот такого плана здесь домики есть. Есть и повыше уровнем, вот туда дальше пройдем. И вот есть еще одна такая колоритненькое кафе. Прям на берегу. С таким прекрасным видом. Друзья, но мы отправляемся с Коконут-Бич на новый пляж, который называется Чала-Клам. Ехать нам всего 2 километра, и там расположен пирс. Так что все снимем, все расскажу, все покажу. Вот мы подъезжаем к пляжу. Здесь рядом кипит жизнь, ночью очень много кафе, лавочек с фруктами. Макашницы. Посмотрим, что тут за пляж. Достаточно длинная береговая линия, но не очень широкая. И, как вы можете наблюдать, особо тени от деревьев здесь не будет. Песочек мелкий. И здесь, смотрите, какой плюс у этого пляжа. Здесь рядом пирс, что очень удобно. С этого места вы можете посетить абсолютно любые пляжи вот на таких лодочках. Сейчас я подойду к стенду, покажу вам. И большим плюсом здесь, не на всех пляжах, не все пляжи могут похвастаться богатой, огромной инфраструктурой рядом с ним. Здесь очень много кафе, но я вам снимала, магазинов, лавочек, то есть здесь прям кипит жизнь. Если вам нужна вот эта активность, то этот пляж смело можно рассмотреть. Прям рядом с пляжем вот такие точки, где вы можете заказать такси водное и можете поездить по разным пляжам острова Панган. Конечно же, в этом месте, безусловно, будет минус за счет того, что здесь, конечно же, и больше туристов, и больше инфраструктуры, кафе, плюс здесь недалеко пирс. Возможно, по воде, иногда я предполагаю, то есть я сейчас не вижу никакой грязи, никакого мусора, но предполагаю, что, возможно, иногда здесь не всегда может быть идеальный пляж. Но для какой-то категории определенной туристов он отлично может подойти. Мы подъезжаем к пляжу Малибу. Очень-очень красивой такой дорожки. Все в пальму. Красота. Друзья, мы доехали до пляжа Малибу. У нас уже вечер, на всем пляже здесь тенечек, очень комфортно. И смотрите, как выглядит сам пляж. Получается, вот там вдалеке, думаю, вы видите, это пирс. Соответственно, это очень близко к пирсу, буквально 10-15 минут езды. Песочек здесь мелкий, водичка достаточно чистая. Посмотрите, прозрачная прям. Красота. И здесь за счет того, что бухта, здесь, как правило, меньше волн. И еще отмечу территорию рядом с пляжем. Посмотрите, друзья, какая зеленая, красивая. Здесь можно поиграть в волейбол.
песочек мелкий, комфортно с детками. И, соответственно, здесь днем будет природная тень. Никакие шезлонги, зонтики не нужны, чтобы укрыться. И здесь рядышком прям есть кафе такая уютненькая. И вообще здесь, кстати, очень много, я смотрю по туристам, семей с детками за счет того, что здесь все-таки вот эта бухта и нет волн, и пологий вход. Так что вот еще один пляж в копилочку на острове Панган. Друзья, ну мы доехали еще до одного пляжа. Название будет написано внизу. Скажу честно, невозможно запомнить все названия. Нас немножко застала непогода, но мы все равно продолжаем работать и снимать для вас контент. Так что погнали смотреть пляж. На самом деле симпатичное место, очень чисто, никакого мусора нет и много деревьев прямо на берегу растет. То есть создает естественную тень в солнечную погоду. Вообще, на самом деле, очень красиво. И здесь расположено несколько отелей. Плюс, смотрю, строятся здесь какие-то свежие бунгало. Как вариант, его можно рассматривать. Он расположен очень близко к главному, не главному, к одному из самых популярных пляжей. Это пляж Хадрин. То есть при желании можно дойти до него пешком, буквально 10 минут. И вся инфраструктура Хадрин будет вам доступна. Но мы дошли до конца пляжа, и здесь расположен очень классный, красивый отель, называется The Cabin. И вот дальше там красивая такая дорожка, по которой очень круто прогуляться вечером, встретить закат. Здесь вообще сторона Sunset, то есть здесь очень красивые закаты. Друзья, этот пляж на самом деле имеет, на мой взгляд, 3 преимущества. В первую очередь то, что здесь очень красивая природа вокруг, камни, красивый пляж, чистый. И здесь очень-очень тихо и спокойно. Здесь расположено, по сути, всего вот в этом месте 2 отеля. И, соответственно, на пляже будет очень мало народу. И один из главных плюсов здесь то, что, опять же, повторюсь, рядом пляж Хадрин. То есть, если вам нужна вся инфраструктура туристическая, массажи, кафе, рестораны, буквально 10 минут пешком, и вы врываетесь в активную жизнь острова. Друзья, но мы двигаемся дальше. Мы сейчас едем от пирса и по пути заехали еще на один маленький пляж, по карте нашли, называется Хин-Конг. Но он на самом деле, не могу сказать, что вау, здесь море такое мутноватое, за счет того, что здесь рядом расположен главный пирс острова, и много лодок и так далее, поэтому как бы он не особо купательный. Но, тем не менее, здесь очень много расположено разных средств размещения, разных отелей, гостевых домов, кафе, инфраструктуры здесь тоже очень много. А если вы на байке, то место может вам подойти, потому что рядом, здесь буквально в 10 минутах езды, основная локация острова, рядом с пирсом, где сосредоточены и ночные рынки, и много-много кафе, магазинов, и вся инфраструктура. Ну а мы едем дальше.
Друзья, доехали до очень классного пляжа с интересным названием Салат Бич. Очень красивое здесь море, чистенькое, и сам пляж достаточно большой. Вы можете здесь прогуляться. Также здесь прямо на берегу несколько массажных салонов. Причем здесь мы видели массажный салон, стоимость всего 150 бат. Это очень выгодно, потому что в среднем цены по Таиланду где-то примерно 300 бат. Также здесь прямо на берегу, посмотрите, какие интересные виллы расположены. Я считаю, это идеально. Жить на таком красивом, чистом пляже на берегу, это прям вообще очень-очень здорово. Пальмы, также кафе несколько здесь расположены вдоль моря. И вход в море достаточно комфортный. Есть такие небольшие немного кораллов отмерзших, ну, их совсем мало. Поэтому, в общем, этот пляж мне прям очень-очень нравится. Может, мы даже здесь проведем сегодня время. Но у нас еще по плану 1 или 2 пляжа в северной части острова. Ну а мы поехали дальше. Добрались мы еще до одного пляжа. Покажу вам дорожку к нему. Мы оставили байк и прошли через отель. И вот по такому мостику идем на пляж My Hut. И посмотрим, что же нас там ожидает. О, он прям очень большой. Очень большой пляж для острова Панган. Немного здесь таких пляжей. Посмотрите, там вдалеке коса. Прогуляюсь до нее. И здесь получается отель. Я так полагаю, что есть тут несколько подъездов к пляжу. Мы подъехали со стороны отеля. Скорее всего, там, где коса, где люди, там тоже есть заезд. Ну, посмотрим. Песочек здесь такой желтый, крупный, но очень комфортный. Ну и море здесь. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Немножко мутноватое, но я думаю, это за счет того, что был дождик. А так здесь бухта, я думаю, очень красивое море. Здравствуйте. Как вам пляж? Великолепно. Шикарный. Надо на косу сходить. Вдоль берега здесь расположены вот такие симпатичные двухэтажные бунгало. Я думаю, что это на 2 номера. И вот с таким классным видом. Здесь в тенечке прям очень комфортно гулять. Кокосы растут. Ну и вот она коса. По ней можно прогуляться до того острова. Очень прикольно. Но я думаю, что когда, может быть, прилив, она уходит, но тем не менее, вот мы сейчас приехали в обед. Все фотографируются, кайфуют. Вообще классное место. И в кафе здесь достаточно много людей кушает. Такая вот красота, друзья. Пляж, в общем, нам очень понравился. Друзья, мы приехали еще на один пляж. Называется он Тонг Най, если не ошибаюсь. И очень классное место, как и практически на всем Пангане. Во время, когда нет full moon party, очень мало людей. Очень чистый пляж, очень красивая бухта. Смотрите, вот пока у нас тут светит солнышко, покажу вам красоты. Вот вдалеке уже идет дождик. Я думаю, что скоро он дойдет до нас. Ну, на самом деле, это не страшно, потому что жара нереальная. Дождик прям по кайфу. Итак, что я могу вам рассказать про этот пляж, про инфраструктуру? На самом берегу здесь расположено несколько отелей, причем таких достаточно симпатичных. Посмотрите, вот он отель, сразу
Есть здесь кафе, где можно покушать, позавтракать, очень уютно, в тени деревьев. И таких отелей здесь несколько. Также есть бунгального типа и корпусного. Ну, корпуса здесь невысокие, естественно. Вот. И такой шикарный здесь пляж на самом деле. То есть этот отдых можно смело рассмотреть, в принципе, для активных туристов, кто на байке, потому что рядом очень много разных небольших пляжей, куда вы можете отправиться. Также можно рассмотреть этот пляж для спокойного отдыха и, в принципе, отсюда не выезжать, да, постоянно. Потому что вся инфраструктура необходима здесь в пешей доступности. Здесь прямо на берегу есть несколько кафе. И плюс, если идти от пляжа в ту сторону, здесь много улочек, там и 7-Eleven, и различные точки питания, и аптеки, и магазины, и массажные салоны, то есть вся инфраструктура, которая нужна туристу, она здесь есть. Поэтому, в принципе, могу поставить хорошую оценку этому пляжу. Ну и море, видите, какое красивое, чистенькое. Это учесть, что у нас вчера был сильный дождь и были волны. То есть здесь водичка прям замечательная. Мы сейчас были еще на других пляжах, там волна гораздо была больше. Здесь прям замечательно. Так что имеем, друзья, в виду это местечко. Друзья, ну а следующий пляж, который мы посетили на острове Панган, называется Хат Садет. Сейчас мы с вами прогуляемся по пляжу, и я покажу вам все его красоты. Бухта на самом деле небольшая, посмотрите, и очень-очень уединенная. По расположению, если смотреть, если ехать от пирса, ну, примерно ехать 30 минут на байке, либо на машине. Что касается здесь инфраструктуры, то в пешей доступности, друзья, здесь особо ничего нет. То есть это место именно для тихого и спокойного отдыха. Здесь есть одно очень симпатичное кафе на берегу. Сейчас я подойду к нему, покажу вам его. И в основном туристы, все, кто здесь живет, завтракают именно в этом кафе. Вообще, конечно, такая обстановка спокойная, умиротворенная. Так выглядит кафе, очень уютное. Ну и что касается средств размещения, посмотрите, вот перед нами, получается, расположены бунгало. Но здесь нужно понимать, что многие расположены высоковато, соответственно, ступеньки, и нужно это учитывать. Вообще, конечно, место подойдет для тех туристов, кто любит и уединение, но и, тем не менее, берет в аренду байк, потому что здесь пешком, ну, ничего нет, ни супермаркета, ни рынка, ну, то есть даже фрукты купить невозможно. А если берем в аренду байк, то проблем никаких нет. До ближайшей инфраструктуры примерно 5-10 километров. Ну и что касается самого пляжа. Водичка очень чистая, очень прозрачная. Мы купались. Я думаю, на камере тоже будет видно. И по бокам вот такие скалы. Виды очень классные. И фотографии, естественно, тоже здесь получатся замечательные. Вот такой, друзья, пляж. На острове Панган большое количество пляжей. Часть из них мы показали в ролике, а до каких-то пляжей у нас не хватило времени доехать. Но это отличный повод вернуться в это замечательное место. Какой-то определенный пляж мы не будем выделять, так как каждое место здесь уникально и красиво по-своему. Мы искренне желаем всем побывать на этом райском острове. Друзья, благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Также будем благодарны, если вы поставите пальчик вверх и напишите что-нибудь в комментариях к этому ролику. Также будем рады любой обратной связи. И в ближайшее время будут еще выпуски про Таиланд. Так что всем до встречи в новых путешествиях.